Всем большой привет, меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на этом канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. Сегодня я буду переделывать кое-какие свои старые проекты, их уже накопилось немало. Эту работу я мельком показывала в видео про картины, и их я, кстати, тоже переделала, покажу это в конце. Я решила взять этот круглый холст и создать из него объемную настенную скульптуру. У меня осталась глина после обзора полимерной глины, его можно посмотреть вот в этом видео. Я использовала на холст диаметром 40 см всю упаковку. Все ссылки на материалы и инструменты, которые я использую, я всегда оставляю в описании. Раскатала скалкой с ограничителем. У меня получился пласт чуть больше холста. Я переложила глину на холст и сформировала складки. У нас есть где-то 30 минут на это. И потом разглаживала поверхность, смачивая ее водой. Когда глина высохла, примерно сутки, я отшлифовала поверхность наждачной бумагой. Я взяла вот такую эмаль с эффектом металлик и покрасила картину в 2 слоя. Когда краска высохла, оказалось, что поверхность была немножко ворсистой. Тогда я ее еще раз отполировала и нанесла еще 2-3 слоя. Прикрутила крепление на холст и повесила картину на стену. Следующим я буду переделывать вот это тиктокное зеркало. Оно вызвало смешанную реакцию, но я думаю, вы понимаете, что это просто прикол. Итак, мне захотелось его сделать более спокойным и стильным, и я решила сделать раму гладкой при помощи шпатлевки. Для начала я срезала всю лишнюю пену. Для того, чтобы сделать ровный рез, я использовала нож для хлеба. Кое-где оказались очень крупные пузыри. Эти места я заармировала серпянкой. Это вот такой скотч-сетка. И начала наносить шпатлевку. В этот раз я заказала ее на Озоне, и она оказалась какая-то очень жидкая, возможно, дело в партии, потому что в комментариях мне тоже писали, что попадалась жидкая шпатлевка. В общем, из-за ее консистенции мне пришлось нанести очень много слоев, я даже сбилась со счета. И постепенно всю поверхность зеркала я покрыла серпянкой, чтобы сделать ее гладкой.
Вообще можно не париться и оставить поверхность более натуральной, но в процессе мне захотелось сделать ее более гладкой. Когда все слои были нанесены, я отшлифовала раму. Сняла скотч и помыла зеркало. Шпатлевка после высыхания немного пылит, ее нужно чем-то закрепить. Я взяла для этого укрепляющий грунт, просто потому что он у меня был дома, и я решила не покупать ничего нового. Нанесла я его в 2 слоя кистью. И я обещала показать картины. Я решила сделать их более многослойными. Я использовала кварцевый песок и кофе для того, чтобы добиться натурального эффекта. Вот такие переделки у меня получились. Надеюсь, что вам понравилось. И хочу сказать спасибо, что подписываетесь на канал, смотрите, комментируете видео. Это очень сильно помогает с развитием канала. И до встречи в новых выпусках.